Комната допросов. Голые стены, стол, 2 табуретки, камера под потолком. Напротив тебя сидит следователь. Гудит вентиляция. Вы знаете, почему вы здесь? Ты качаешь головой. Следователь кладет перед тобой закрытую папку. Ваш брат – подозреваемый в серии убийств. Мы ищем его. Вы знаете, где он? Секунду слова просто висят в воздухе, не превращаясь в мысль. Брат, убийство. Ты повторяешь их про себя и не можешь связать воедино. Наверное, у них есть только подозрения. Докажите. Ты говоришь это спокойно, почти с облегчением. Если доказательств не будет, значит, все закончится через пару минут. Он открывает папку. Телефон вашего брата находился рядом со всеми 3 местами преступлений. В ночь каждого убийства. Совпадение? Город маленький. Возможно. Но для ареста этого достаточно. Для приговора нет. На секунду допрос не исчезает, и ты погружаешься в воспоминания. Ты слишком хорошо помнишь, из чего сделана ваша связь, чтобы вот так просто ее сдать. Это ведь он когда-то молча вписался за тебя в драке во дворе, когда к тебе привязались местные хулиганы. Он был тем, кто среди ночи вставал между тобой и пьяным отцом, принимая весь тяжелый бред на себя. Всю жизнь закрывал тебя собой от всего дерьма вокруг, и сейчас пришла твоя очередь платить по счетам. Следователь кладет на стол распечатки кадров. Камера у 2-го дома. Он входит в подъезд. Через 20 минут выходит. Жертва из подъезда больше не выходит. Никогда. Камера не показывает убийство. Верно, соглашается он. Верно. Он соглашается слишком легко, и от этого спокойного «верно» живот сжимается сильнее, чем сжался бы от крика. Ты ловишь себя на том, что перестал дышать, и делаешь вдох слишком громко. И тут ты начинаешь судорожно искать, чем это объяснить. Телефон можно забыть в чужой машине, в подъезде 40 квартир. Он мог быть у женщины, у друга, где угодно. Ты перебираешь версии как карты и замечаешь страшное. Ты уже не проверяешь, виновен ли он. Ты ищешь, как объяснить улики. Следователь закрывает папку. Суд решит, но сначала нам нужно его найти и допросить. В комнате повисает тишина. Ты ерзаешь на табуретке и не можешь найти, куда деть руки. Он поймал тебя твоей же логикой. Если ты так уверен, что все улики просто совпадения, почему ты не отдаешь его правосудию? Твои красивые оправдания про недостаточно доказательств рассыпались. Все аргументы закончились, и под воротником собирается холодный пот. Ты долго молчишь. Потом тихо произносишь: «Он мой брат». Следователь не повышает голоса. Они тоже были чьими-то родственниками. А если вы ошиблись? Иногда осуждают невинных, и с ними происходят ужасные вещи в тюрьме. Следователь берет 2-ю папку и начинает молча раскладывать на столе фотографии. Не улики, семейные снимки. Женщина смеется на чьей-то свадьбе, мужчина держит на плечах сына, молодой парень в обнимку с матерью. Он ничего не говорит, просто раскладывает и отходит к стене, дает тебе время осмыслить. Лампа над столом тихо потрескивает. Ты отводишь взгляд, но белые края снимков остаются в поле зрения, как засветка на сетчатке. До этого момента они были случайными людьми, и защищать брата было легко. Теперь у них есть семья, свои жизни, и слово «незнакомцы» вдруг перестало работать. «Вы понимаете, чего требуете?» — говоришь ты, и голос впервые твердый. «Вы хотите, чтобы я сдал собственного брата и назвать это гражданским долгом?» Следователь качает головой. «Тогда решение за вами, и последствия этого решения тоже будут вашими». «Мне жаль этих людей», — говоришь ты. Он продолжает. «Уже 3 стали жертвами, но это только тех, кого мы смогли найти, и пока он на свободе, их количество может увеличиться». Твой пульс участился. Под столом ты сжимаешь пальцы, и ногти впиваются в ладонь. Перед тобой лист бумаги. Сдашь ли ты собственного брата? Или будешь покрывать его до самого конца, чего бы это ни стоило? Подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки и пишите свое мнение.